Первая половина 90-х. Такое сложное, но золотое время. Пока танки расстреливали Белый дом, ZX Spectrum терял свою актуальность под напором приставок Dendy, а также персональных компьютеров, начавших понемногу появляться в домах простых граждан. Это было время, когда почти каждый день удивлял чем-то новым, что сейчас принято считать классикой. Многие фильмы, мультики, музыка, компьютерные игры, выходившие в то время, становились бессмертными хитами, к которым мы с вами периодически возвращаемся и по сей день. И о последних сейчас пойдет речь. Всем привет! С вами я, Алексей Шведов, и сегодня мы будем вспоминать, во что же мы так любили играть в 90-х, во времена 386-х и 486-х компьютеров. Давайте только сначала вспомним, как это было, и попробуем мысленно переместиться во времени. Готовы? Тогда поехали! В те далекие времена, когда даже приставка Dendy была далеко не у всех, персональный компьютер считался непозволительной роскошью. В основном доступ к нему имели те, у кого он был на работе. В свободные от работы часы коллеги собирались за компьютером и запускали игры. Пока один сотрудник играл, другие с большим интересом наблюдали, давали советы и ждали своей очереди. Были и те, кому везло больше, и компьютер был у них дома. Мой первый 386 компьютер появился у меня в далеком 1994 году. В нем было два дисковода, простая двухкнопочная мышь, стандартная клавиатура и 14-дюймовый монитор Casper. Игры для него были на дискетах, о части которых я уже рассказывал в одном из своих видео. Но в этот раз речь пойдет об играх, о которых знают все. Играх, которые в то время, может, не все видели, но слышали про них уж точно. И начнем мы с Wolfenstein 3D. Да-да, тот самый Wolf, который поразил всех в начале 90-х. Самый первый достойный шутер от первого лица. Были, конечно, FPS и до него, но скажите честно, кто тогда играл в War Tank или Catacomb 3D? А вот Wolf был на слуху у всех. В игре 6 эпизодов и 4 уровня сложности. Играем мы за смелого мужичка, борца с немецкими фашистами по имени Уильям Бласковиц. После всех привычных двухмерных стрелялок с видом сбоку, Wolf казался поистине новым уровнем. Игра начинается в тюремной камере, и веселье не заставит нас долго ждать. Тут же встречается один из охранников замка Wolfenstein и еда в мисках на полу, которая пока что нам не нужна. Как и с оружием, которого в игре всего 4 вида, врагов тоже небольшое разнообразие. Помимо охранников встречаются немецкие овчарки, эсэсовцы, офицеры, мутанты и несколько боссов, включая самого Адольфа Гитлера. Одной из особенностей игры являются секретные ходы. За ними располагались комнаты, как правило, полные сокровищ, жизней и патронов. Чтобы найти такую, надо было просто нажимать на все стены. Помимо них были и секретные уровни. Я вот уже не вспомню, находил ли хоть один из них. Комнату с отсылкой к Пэкману я точно не находил, но если бы нашел, был бы очень удивлен увидеть привидение из моей самой первой игры на Спектруме. В плане сложности игра была нелегкая, но с опытом уничтожения нацистов давалось легче, и уже интуитивно чувствовалось, откуда они сейчас будут выскакивать. Пройти игру без читов было вполне реально, даже в маленьком возрасте. Wolf в то время был просто супер популярен среди всех, кто интересовался компьютерными играми. Но, к сожалению, лично у меня игра не прошла проверку временем. Сейчас в нее играть просто мучительно. Чего не сказать о следующей игре. Doom. Да-да, тот самый Doom, своим выходом объявивший настоящую революцию в мире компьютерных игр. Doom от тех же разработчиков, что и Wolf, но уже совершенно другого уровня. Легенда, о которой можно говорить бесконечно, ровно как и периодически ее проходить. Мое знакомство с первым Doom'ом состоялось в 1994 году, оставив яркий отпечаток в моих воспоминаниях, как одна из самых впечатливших игр в то время. Как видите, она чем-то похожа на Wolf'а, но графика стала куда лучше, игровой процесс интересней, но атмосфера игры не поддается описанию. Да, конечно, когда смотришь на нее сегодня, избалованную графикой современных игр, возможно, сложно представить, какой мы видели ее в то время. Это была настоящая виртуальная реальность, от которой невозможно было оторваться. На моем 386-м Doom немного подвисал, особенно в моментах, когда на экране появлялось сразу много врагов. Но это не мешало мне получать огромное удовольствие от игры. Насколько сейчас помню, мое прохождение прекратилось на уровне с несколькими баронами. Все эти монстры, нападающие на игрока, при входе в очередную комнату будоражили детское сознание. Да и не только детская на самом-то деле. Взрослые любители компьютерных игр тоже с восторгом наблюдали за происходящим на экране.
А другие взрослые с ужасом глядели, окрещивая игру сатанисткой из-за обилия разной дьявольщины, различных черепов и пентаграмм. Что касается звуковых эффектов, в то время мало у кого была звуковая карта, но и на примитивном PC-спикере игра звучала довольно неплохо. К звуку у меня претензий не было. Даже когда спустя года я услышал Doom на саундбластере, у меня не возникло вау-эффекта, что говорит о высоком уровне исполнения звуковых эффектов на PC-спикере. Doom вдохновил многих людей на создание не только новых игр, но и фильмов, книг, а также прочих видов творчества. Ну а создатели игры не остановились на этом, и вскоре в свет вышел Doom 2. Он появился у меня незадолго после первой части игры. А вот и Big Box с игрой, который появился у меня совсем недавно. Давайте же посмотрим, что там внутри. Чек с магазина Best Buy, датированный 22 апреля 1996 года. Диск и пару дополнительных книг. Doom 2 Survival Guide, где различные подсказки, а также карты уровней. Официальный стратегический гайд, где также присутствуют карты уровней, описание различных противников, тактика, ну и так далее. Достаточно большая книга, в ней почти 220 страниц. Doom 2 Addendum, реклама как раз таки парочки вот этих книг, Manual и примечание для мультиплеер игры. Это дисковая версия, в которую продавец вложил парочку вспомогательных книг. Как же мы раньше справлялись без них? Да вы сами знаете. И DDQD, и ДКФА, и в бой. Читеры, скажете вы. И будете правы. Но у меня есть оправдание на этот счет. В том возрасте, когда я познакомился с игрой, зрелищность была важнее самого прохождения. А пройти игру даже на самом легком уровне сложности все равно тяжело. В отличие от первой части, я помню, что вроде как удалось дойти до последнего уровня, но вот из-за количества врагов там игра превращалась в непроходимое слайд-шоу. Помимо легендарной двустволки в игре добавилось и 8 новых монстров. Не знаю как вам, а мне первая часть больше по душе в плане уровней. С новыми монстрами прохождение стало веселее, но вот дизайн уровней на любителя. Многие со мной поспорят на этот счет, но, как говорится, на вкус и цвет. Кстати, это уже сейчас, когда смотрю с высоты своего геймерского опыта, мне так кажется. В детстве, несомненно, Doom 2 нравился мне больше. Из новых врагов меня тогда поразили Ревенант с его самонаводящимися ракетами и Архвиль, воскрешающий врагов. Вот эти двое делали без того нелегкое прохождение ужасно сложным. Карта, отображающая настоящее положение игрока, была очень кстати и очень помогала ориентироваться на местности. Кстати, в детстве я не знал о возможности сетевой игры, и, стыдно признаться, так до сих пор ни разу не играл в Deathmatch. Надо будет срочно исправиться. Конечно, о Думе говорили тогда все везде. Можно было встретить статьи не только в игровых журналах, но и в обычных газетах. Я помню, что даже в школьных газетах упоминался Doom. Это был огромный прорыв в компьютерных играх. Обе части являются бессмертной классикой. Моды и новые карты выходят по сей день как от фанатов, так и от Джона Ромеро. Да и несмотря на устаревшую графику, играется Doom и сегодня даже очень хорошо. Цивилизация. Первая цива, которая по сей день моя самая любимая часть из всех цивилизаций. Время от времени я возвращаюсь к ней, но свой рекорд 2009 года никак не побью. Можно сказать, именно цивилизация создала отдельный вид тогдашних игроков – стратегов. Именно она привила многим любовь к играм, где не нужно быстро бегать, стрелять и уворачиваться от врагов. А напротив, не спеша, за кружкой крепкого горячего чая спокойно обдумывать свой ход. Ну, конечно же, если вы не играете на работе, в школе или институте, где толпа желающих поиграть дышит в затылок. Первая цива, как и предыдущие игры, была практически у всех уважающих себя владельцев персональных компьютеров в те года. Особую популярность у нас она заслужила благодаря переводу Владимира Писаренко и Василия Мясовца. Заставка рассказывала нам краткую историю сотворения мира. Мы выбирали уровень сложности, количество противников, за кого будем играть, и указывали имя правителя. После чего мы перемещались в 4000 год до нашей эры, с которого начинается игра. Юнит сеттлеров мне оказался какой-то рыбкой в детстве, и я до сих пор не могу это развидеть. И тут же надо было скорее строить первое поселение первых военных юнитов. И когда в городе появлялся первый защитник, можно было строить второго, который будет исследовать территорию, заходить в домики, рискуя нарваться на варваров, и, возможно, устанавливать первый контакт с другими цивилизациями. Ну, по крайней мере, так было у меня. Один из самых неприятных моментов для меня был, это когда я собирал целую армию на одной клетке, и враг подходил одним воином, атаковал и уничтожал сразу всех моих юнитов.
Ну а наоборот, один из самых приятных – это захват вражеского города, когда помимо нового населенного пункта достается еще и новая технология. Это меня прямо очень радовало. Также очень радовала цивилопедия, рассказывающая о различных юнитах, постройках и прочем. Не знаю, как у вас, а у меня тогда складывалось впечатление, что я листаю виртуальную энциклопедию. Усовершенствовать свой дворец тоже доставляло удовольствие. Единственное, мне, по-моему, никогда не удавалось построить все возможные улучшения. Игра всегда заканчивалась раньше. Впрочем, как и с космическим кораблем, на Марс я так и не улетел. Да, цивилизация стала моей первой серьезной игрой, которую я полюбил. При наличии стрелялок, гоночек и драк и прочих других игр, более подходящих мне по возрасту в то время, цивилизация все равно оставалась игрой, которую я периодически запускал, пробуя себя в роли правителя. Да и просто наблюдать за прохождением мне тоже доставляло уйму удовольствия. На момент создания этого видео вышла уже 7-я часть цивилизации, но именно первая остается моей любимой и по сей день. Death Track. Можно ли сказать, что это шедевр, опередивший время? Не знаю. Скорее, это просто шедевр, который вышел именно в свое время, когда он должен был появиться на свет. Родоначальник жанра боевых гонок с видом от первого лица, если вдруг кто не в курсе. И еще одна уникальная игра, про которую знали почти все любители компьютерных игр в начале 90-х. Не знаю, как у вас, а у меня Death Track как ничто другое ассоциируется с запахом нового компьютера и видом Волков Commander. Из него она у меня и запускалась во времена полной беззаботности и школы, с которой скорее хотелось вернуться домой, чтобы в очередной раз погрузиться в Death Track. В этой игре идеально все. С момента вступительного саундтрека она уже создает атмосферу того времени. А эта картинка американского города казалась мне тогда фотографией. Вводим имя, проходим защиту от копирования, выбираем машину и попадаем в меню игры. Можно сначала ознакомиться с нашими врагами. Уверен, что многие сейчас вспомнят их имена. Sly, Megadeth, Killer Angel и остальные. Ну и, конечно же, магазин улучшений вооружений. Чего здесь только нет. Различные шипы, колючки, мины, лазерные пушки и многое другое. Все это стоит денег, которых в начале игры совсем немного, и придется их заработать. А как заработать, думаю, вы уже догадались. Посмотрите на эти детали. Машины слегка двигаются на месте, готовясь к старту, заставляя верить в происходящее на экране. Сейчас владельцы видеокарты RTX 50 серии такие: что? Да, тогда было именно так. Этого было более чем достаточно, а дальше включалось воображение, дорисовывало всю картину лучше любимых 3D ускорителей. Некоторое оружие в игре бесконечное, другое же имеет ограниченный запас для каждой гонки, что создает некий баланс и не позволяет легко победить гонку. У каждого может быть своя тактика победы, так как подход для уничтожения соперников может быть разный. Те, кто играл в Death Track, наверняка вспомнят это напряжение, этот драйв на дороге, когда преследуешь одного врага, избегая мин, и уже сзади приближается другой, обстреливая твой автомобиль. Это чувство удовлетворения, когда видишь, как взрывается авто противника. Взрыв выглядел очень круто и правдоподобно. Нужно прийти к финишу одним из первых, за что получите вознаграждение, которое можно будет потратить на апгрейд. А этот сомнительный тип, предлагающий деньги за уничтожение конкретного оппонента, приятный бонус после прохождения очередной гонки. Вышедшая, только представьте себе, в 1989 году Death Track еще много лет приносила радость геймерам 90-х. С появлением Windows запуск игры усложнился, вскоре игра вовсе утратила свою популярность, так как вышло много новых интересных игр, и Death Track остался лишь в воспоминаниях. Alone in the Dark. Наверняка все помнят самые популярные страшилки, которые мы рассказывали друг другу в детстве. Про черную руку, пирожок с ноготком и так далее. Фильмы ужасов типа «Кошмар на улице Вязов» и «Пятница 13» тоже щекотали нам нервы. Ну а Alone in the Dark стала первой компьютерной игрой, наводящей настоящий ужас на игрока. Еще один родоначальник жанра, и в этот раз Survival Horror. Уверен, вы точно знакомы с Silent Hill и Resident Evil. Так вот, Alone in the Dark была первой игрой такого типа. По сюжету игры Эдвард Карнби или Эмили Хартвуд, смотря кого вы выбрали в начале, раскрывают тайну самоубийства Джереми Хартвуда в его особняке. И уже сама начальная заставка наводит жути. Наш герой прибывает на место расследования и остается там взаперти. Первая сцена игры с чердаком уже дает понять, что игра требует от игрока внимательности, решимости и быстрого принятия решений. Просто погулять по дому в поисках каких-либо предметов не выйдет. Враг не дремлет и будет поджидать игрока в самых неожиданных местах. Не догадались на всякий случай задвинуть окно шкафом?
ожидайте в гости монстра. Не успели взять ружье из сундука? Теперь бейте с монстром, который только что вскочил в окно, руками и ногами. Не обратили внимания на подозрительную дверцу в полу и не заблокировали ее сундуком? Встречайте очередного врага. Все ваши действия должны быть взвешены, так как ошибки здесь непростительны. Пропустил несколько ударов? Конец. Не туда наступил? Загружайся или начинай заново. Атмосфера игры действительно гнетущая. Создатели игры очень постарались вызвать у игрока чувство постоянного страха и напряжения. Под ногами скрипит пол, где-то на фоне что-то воет или кричит. И все эти тона вокруг создают непередаваемые ощущения присутствия и безысходности. Ну и в лучших традициях survival horror вам предстоит решать различные головоломки, находя иногда совсем нестандартное решение. Удивительно, но игра и по сей день остается играбельной, несмотря на устаревшую графику. В отличие от множества других игр того времени, к управлению привыкаешь довольно быстро. А если втянешься, то обязательно пройдешь ее до конца, как это сделал я относительно недавно. Любителям творчества Говарда Лавкрафта игра придется по вкусу. Дюна 2 стала первой настоящей полноценной стратегией в реальном времени, какими мы их привыкли видеть. И у многих из нас знакомство с жанром началось именно с нее. Игра начинается с приятной анимационной заставки и дальнейшим выбором одного из 3 домов, за кого мы будем играть. Атрейдисы, Ордосы и Харконнены. У каждого из них есть свои отличительные стороны. Но, насколько помню, играли в основном либо за Атрейдисов, либо за Харконненов, так как Ордосы проигрывали по вооружению. Лично я предпочитал Харконненов за их танк-девастатор. Несмотря на возраст, в котором познакомился с Дюной, втянулся в игру я довольно быстро и тут же принялся проходить кампанию. В воспоминаниях осталось, что я любил строить бетонные плиты под будущее здание полностью, а не одну, и ремонтировать здание после, что тоже вариант. Ну и конечно же Харвестер, который иногда можно использовать не по назначению. Забыл увести войска с песка на твердую поверхность? Червь не дремлет. Пока записывал видео игры, наткнулся на некоторые недочеты, про которые совсем забыл. Нельзя выделить сразу нескольких юнитов. Харвестер после возвращения на базу разгрузки не возвращается автоматом на прошлое место сбора спайса. Иногда наши боевые единицы просто стоят и смотрят, как уничтожают их братьев по оружию. Но это все особенно заметно лишь с высоты геймерского опыта и когда попробовал Дюну 2000. Если же вернуться в 90-е, когда игру не с чем было сравнивать, то кроме восторга она ничего не вызывала. Игроки с большим удовольствием брали на себя роль командира и отдавали приказы юнитам с целью захвата очередной территории на пути к победе. Вторая Дюна дала большой толчок жанру РТС, и после нее вскоре вышло множество шедевров, ставших бессмертной классикой. Ну а сама франшиза имеет печальную судьбу. В 2001 вышла Emperor Battle for Dune, получившая смешанные отзывы, которую лично я считаю довольно неплохой стратегией, и после нее ничего уже не выходило по вселенной Дюны. Но может оно и даже к лучшему. Если захотите освежить воспоминания и вспомнить вторую Дюну, рекомендую все же играть в Дюну 2000, дабы не испытать сильный дискомфорт от управления и не выключить игру в первые же минуты. Принц Персии. Одна из тех игр, что стала у многих первой компьютерной игрой, в которую посчастливилось играть в первой половине 90-х. По сюжету игры злой визирь Джафар захватил власть, взял в плен дочь султана и посадил в тюрьму ее возлюбленного главного героя игры. Ну и нам, как настоящему герою, полагается спасти несчастную. А на спасение дается всего 1 час. Хоть это одна из самых первых игр, появившихся у меня на первом 386-м компьютере, прошел ее совсем недавно. Конечно же, все, кто играл в Принца Персии в 90-х, помнят эту цветовую гамму, плавность перемещения главного героя и многочисленные ловушки. Помню, как бегал там туда-сюда и наконец наткнулся на меч. Но вот фехтовать нормально я тогда так и не научился, что приводило к печальному концу. А начинать все время заново как-то не очень хотелось, при том, что были и другие игры, более снисходительные к молодым игрокам. В моем окружении тогда в принципе никто не проходил игру, и ходили слухи, что это в принципе невозможно, так как помимо высокой сложности в игре присутствует таймер, отсчитывающий 60 минут, за который необходимо успеть спасти принцессу. При всем при этом играть было интересно. Находить тайные ходы, перепрыгивать опасные ямы, избегать ловушек, открывать для себя все новые и новые комнаты. Кстати, если кто захочет вспомнить былое и провести время за Принцем Персии, рекомендую качать версию 1.3, поскольку в ней есть поддержка Roland MT32. Звучит игра на нем совершенно на другом уровне. Но если цените именно атмосферу первой версии игры, лучше оставаться на ней. Гоблины.
Трилогия гоблинов, с которой у меня началось знакомство с жанром квест, если не брать игры на спектруме. Первая часть повествует о бедном короле, которого заколдовал злой волшебник, и теперь ему на помощь спешат 3 гоблина, у каждого из которых своя уникальная способность. Заставка к игре с тех пор остается одной из самых моих любимых. Каждый запуск гоблинов я полностью просматривал ее, не уставая смеяться от этих гримас, появляющихся на лице короля, когда неизвестные руки издеваются над его куклой Вуду. То ли потому, что одна из первых моих игр на компьютере, то ли действительно так гениально нарисована, но некоторые экраны игры, особенно первый, на всю жизнь врезались мне в память. И эта менюшка внизу с разными интересными предметами. В общем, эта игра завоевала мою любовь с первых секунд, как и у многих из нас, кто познакомился с гоблинами в 90-х. Одна из особенностей игры, не очень свойственная квестам, это шкала здоровья команды. Чем больше гоблины будут попадать в беду, либо пугаться чего-либо, тем меньше здоровья у них будет оставаться. А вместе с ним заканчивается и сама игра. Сохранение присутствует, но в виде кодов. И что интересно, для одной и той же цены они могут отличаться, в зависимости от показателя здоровья. Помню, что мы так и не смогли ее пройти из-за ошибок в игре. И застряли, если я не ошибаюсь, на предпоследнем уровне, на котором игра вылетала. Но спустя несколько лет у меня появился сборник 160 лучших игр, на котором были гоблины, и тогда я наконец впервые ее прошел. Вот это было настоящее счастье. Но вот еще спустя время нашелся кто-то на форуме Камрадру, у кого были дисковые версии всех 3 частей. Я договорился о покупке и получил по почте 3 диска с гоблинами. Музыка в игре оказалась просто волшебной. А еще и голос наратора. Для меня это вдохнуло в игру новую жизнь, и я поспешил пройти ее еще раз. Да, почти сразу после первых гоблинов у нас появилась вторая часть, которая в итоге стала моей самой любимой компьютерной игрой. А почему так, объясню позже. В этот раз злой маньяк похитил принца Буфона, и король обращается к 2 гоблинам, Сае и МВК, за помощью. Не, на самом деле их зовут Винкель и Фингус, но в русской версии игры их имена изменены на инициалы программистов-переводчиков Сергея Еременко, Сае, и Михаила Кондакова, МВК. Как и в первой части, заставка рассказывает о том, что произошло и кого будем спасать. Так как в детстве у меня не было дисковой версии гоблинов, их голоса звучали вот так. В полной CD-версии игры голоса уже озвучены, но я по-прежнему предпочитаю эти смешные звуки. И этот перевод Таралей и Джабакрак, пускай и недословный, но создавал особую атмосферу и будто был заточен под наш менталитет. Проходить вторых гоблинов было проще. Во-первых, убрали полоску жизнями. Во-вторых, сами загадки стали проще, что ли. И в-третьих, появились подсказки. Джокеры, которые можно было использовать ограниченное количество раз. Как и с первой частью, вторую проходили всей семьей. Но вот хорошо помню пару моментов, на которых мы застряли, и я сам разобрался в их решении. Момент, где надо было у мальчика забрать баскетбольный мяч, тоже доставил хлопот. Возможно, кто-то из вас до сих пор не играл в гоблинов, но собирается. Поэтому из уважения к тем, у кого все впереди, я не буду здесь спойлерить. Лишь скажу, что один из тех сложных моментов был в сцене со сном, а второй в конце игры. Как и в первой части, каждая сцена в игре уникальна. И хождение с одной на другую создает ощущение участия в большом приключении, что свойственно многим квестам того времени. Когда я наконец прошел игру, я скорее не обрадовался, а очень сильно расстроился. Это означало, что всем этим приключениям пришел конец. Я настолько привык к этим двум и к атмосфере игрового мира, что я вообще не хотел, чтобы игра заканчивалась. Так вот, возвращаясь к тому, почему игра стала моей любимой. Она сочетает в себе прекрасную игровую вселенную, искрометный юмор, местами сложные, но проходимые задачи, и при прохождении игры действительно ощущаешь себя непосредственным участником всего происходящего. Кстати, пока я работал над этим видео, бюро переводов AllGames.ru выпустили новый перевод дисковой версии игры с озвучкой, над которым трудились без малого 6 лет. Хочу заметить, что перевод вышел более чем достойным, чтобы пройти игру еще раз. Скачать сборку с переводом можно по ссылке в описании. Также есть третья часть гоблинов, где игра начинается лишь с одним персонажем, и со временем компаньоны прибавляются или же и вовсе меняются. Заставка уже не такая веселая, как в первых 2 частях. Нарисована в стиле второй части с немного измененным визуалом. Лично мне третья часть показалась самой сложной, проходил я ее уже подглядывая в прохождение. Тем более, что вначале мне досталась французская версия игры и играть было тяжело. Мне запомнился черный экран без света, где надо было находить предметы буквально на ощупь. Это какой-то прям максимальный уровень пиксель-хантинга. Тем не менее, многие любители квестов находят именно третью часть гоблинов самой совершенной. В моей коллекции есть все существующие ныне 5 частей гоблинов. Вот 4 физических копии игры. Увы, только на фото показать могу, они не со мной сейчас. И также приобрел 6-ю, находящуюся сейчас в разработке. В нее вернутся герои второй части.
В описании к этому видео я оставлю ссылку на Kickstarter, где вы сможете при желании заранее приобрести 6-ю часть Гоблинов, поддержав тем самым разработчика Пьера Желёда. Вот и подошел к концу мой видеорассказ о некоторых играх, которые мы так любили играть в 90-х на наших 386-х и 486-х компьютерах. Возможно, многие из вас рассчитывали увидеть здесь совсем другие игры, но хочу напомнить, что это была всего первая часть. И если вам понравилось, то знайте, что лучшая благодарность для меня – это ваш лайк и подписка. Но я прощаюсь с вами до следующей части, в которой расскажу о таких играх, как... Впрочем, сами скоро увидите. Пока!